Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за нашими встречами с Максимом Гольдеровым. Он на связи. Максим, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, люди. Максим, начать наш разговор я предлагаю с, такого увлекательного шоу, политического шоу. Миндич нашелся у Гончаренко. Тут ему даже позвонил, представляете? Ну, понятно, тут его позвал на свою ТСК, говорит, вот, так сказать. Он говорит, я ни в чем не виноват. Бороду отрастил себе. Ух, какую пышную. Прям вот включался по видеосвязи, говорит, а это вы, а я это я. В общем, да, говорит, друг Зеленского, друг, но, по сути-то, собственно, да, что поделать? Он же не может только потому, что я друг, не вводить на меня санкции. Короче, говорит, вернусь в Украину, если будет нормальный залог, который он потянет, и ответит, как бы все расскажет. Вообще, конечно, чем дальше, чем с этим Миндичгейтом, тем, простите, как-то тошно становится. 5-й год войны прошел. Зеленский в интервью рассказывает о том, что он вместе со своим народом. А лицо воровства всего, что только можно, и обдирание украинского народа у нас на экране. Что скажете по этому поводу? Ваш, такой гражданский комментарий и профессиональный комментарий тоже не мешает услышать. Давайте гражданские. Во-первых, лицо у вас на экране с бородой – это я сейчас. Поэтому вы не путайте грешное с праведным. Борода ему, понимаете. Помните, как песня была какая-то в начале 90-х? Пугачева как-то мне говорит, борода тебе твой мальчик вредит. Я ей верю, выше крыши звезда, а мне нравится моя борода. Ну, если серьезно. Гончаренко – это тот, который погибших людей снимал в Одессе на видео, да? Вот тот мерзавец. Это порошенковский сейчас шоколенок, да? Помню, помню. Я думаю, люди тоже это помнят. Это важно. Важно не забывать. Они сейчас все перекрашиваются, они сейчас все переобуваются, они сейчас все за людей, за Украину, за мир, за объединение людей. Надо не забывать. Ну, действия Гончаренко, в общем-то, понятны. Его задача разгонять любую волну против Зеленского, потому что его боссик Порошенко, он враг Зеленского, Зеленский враг Порошенко. Это хорошо, в общем-то, это хорошо. Здесь формула СДД пусть работает по полной программе. Не жалко никого из них. И чем меньше их останется по итогу, тем лучше будет для Украины. Чище станет. Это раз. Два. Ну, говорить в телефон «я приеду, все расскажу» – это одно. Приехай и расскажи. Тем более, что, понимаете, здесь же речь идет не о политическом преследовании, а абсолютно уголовное преступление, совершенное в организованной преступной группе. Абсолютно правильно здесь квалифицировали действия Миндичей и их боссов детективы НАБУ и прокуроры. Абсолютно правильно. Это особо тяжкие преступления, совершенные в коррупционной сфере, в сфере управления государственными проектами и государственными отраслями, которые причинили особо тяжкие последствия для государства. И мы как-то с вами говорили, я обращал внимание на то, что здесь нужно говорить не только о хищении средств в особо крупных размерах, 191 часть 5, отмывание, 209 часть 3, в составе организованной группы, по-моему, статья 28 Уголовного кодекса. Это еще мелко. Здесь нужно говорить о реальном причинении вреда отрасли, целой отрасли энергетической Украины, о причинении вреда миллионам украинцев. Потому что деньги, которые эти украли, это были деньги, которые направлялись на восстановление и защиту энергетической сферы Украины. Поэтому здесь, на мой взгляд, состав государственной измены очевиден. И пусть мы можем поспорить с какими-то юристами, они мне будут говорить, что нет, для этого нужен прямой умысел. Прямой умысел делится на вариации, в том числе под названием косвенный. Так вот, косвенный умысел, на мой взгляд, у этих негодяев есть. Поэтому никуда он не приедет, судьи ему не будут заранее говорить, да, залог такой-то. Я думаю, что Миндич где-то там, где он сейчас находится, я так понимаю, он гражданин Израиля, да, Израиль не выдает своих, якобы. Когда надо, выдает. И когда надо, когда сильно требует, выгоняет.
Я могу исторический пример привести для Миндича, может, он не в курсе. Был такой великий мафиози. Его звали Мейер Ланский. Еврей по национальности. На самом деле это был не первый, но и не второй человек в американской Коза Ностре. Он ведал всеми процессами, всеми финансами. Он стоял в свое время за постройкой города Лас-Вегас, кто не знает. Это величайший ум был, но мафиозный ум. И когда Израиль обретал независимость, Мейер Ланский сделал многое для того, чтобы вооружить израильтян, отправлял туда за собственные средства или за деньги мафии корабли с оружием, давал деньги так Израилю. То есть он сделал очень многое для независимости Израиля. Я думаю, что в силу национальности, в силу крови, в силу того, что его попросили об этом евреи из Израиля. Кроме того, он стоял за организацией уничтожения нацистских банд в Нью-Йорке, когда те 40-е годы маршами пытались по Нью-Йорку бродить. Таких там мочили не жалея. И вот этот Ланский потом был вынужден скрываться от ФБР, когда уже, по-моему, в 70-е годы ему предъявили обвинения, нашли все-таки доказательства в его мафиозной деятельности, ему были предъявлены серьезные обвинения, он уехал в Израиль. И что вы думаете? Израиль не стал его защищать. Да, его не выдали, но ему сказали: уехай отсюда. Уехай или выдадим. И он уехал. Он умер своей смертью, по-моему, какая-то южноамериканская страна его приютила по итогу, хотя он вспоминал злобно Голду Меир, которая приняла такое решение. К чему веду? Если очень сильно Соединенные Штаты скажут Израилю, что слышите, а вот этого поца, который воровал наши деньги в нашей же банковской упаковке, с нашими банковскими наклейками, не стеснялся, хранил это все. А вот этого вы нам отдайте. Я думаю, Израиль найдет вариации для того, чтобы Миндич уехал из Израиля. Как Ну, минимум. возникает вопрос, почему Америка, видите, не предъявляет никаких претензий. Нет, мы знаем. Всему свое время. Я Мы думаю, знаем, что там куратор ФБР есть в НАБУ. Но погодите, вот Витков выступал на форуме у Пинчука ЕС. Ну, все очень обтекаемо. Мы посредники, мы там ни к чему не принуждаем, ничего не заставляем украинскую сторону. Рубио, конечно, вообще другую фигуру речи использовал. Говорит: ой-ой-ой, мы ж как бы санкции против Украины не вводим, да, и России оружие не поставляем. Мы как бы посредники, мы посредники. Ожидания очень большие от американцев, не оправдываются. Почему? даже ваша фраза о том, что Рубио сказал: мы же санкции против украинцев не вводим, говорит о том, что эта тема обсуждается в Белом доме. Введение санкций против негодяев украинцев, тех, которые разворовывают, в частности, американские деньги. Почему не быстро? Я думаю, всему свое время в данном случае. Я думаю, что последняя беседа Трампа с Зеленским – это была беседа в одно ухо. Ну, я имею в виду, что говорил Трамп, тот слушал. Иногда молчал, иногда поддакивал. Молчал там, где сказать было нечего или боялся что-то сказать, а поддакивал там, где можно было сказать: ой, я благодарю Виткофа и Кушнера за то, что они вот такие нам встречи классные организовывают. Почему была беседа в одно ухо? Первое, потому что это впервые за все время Трамп никак не прокомментировал беседу с Зеленским, и уж тем более не сказал, какая классная у нас беседа состоялась с этим классным, как он его назвал, великолепным торгашом. Он в этот раз вообще ничего не сказал. Все комментируют Аксиос и другие какие-то неназванные чиновники о том, что беседа прошла в позитивной обстановке. Это показательно. Трамп не хочет комментировать больше беседы с Зеленским, не видит в этом смысла. Второе, на мой взгляд. Второе. Зеленский уж слишком быстро поспешил прокомментировать сам в Телеграме, что вот мы с Трампом переговорили, я поблагодарил, разблагодарил, и мне там сказали, о чем-то договорились. Это показатель нервозности, что человек быстрее спешил опередить всех и как-то объяснить, почему его срочно вызвали к телефону, когда Трамп захотел с ним переговорить. Это второе. Третье. На следующий же день
то издание, которое заявило первым о том, что Трамп вызвал к телефону Зеленского, Axios, заявило о том, что в разговоре Трамп поставил условие, что вопрос должен быть решен в ближайший месяц. В ближайший месяц должны быть уже какие-то внятные ответы. И когда такое говорится, короче говоря, я думаю, что беседа эта моделировалась следующим образом. Привет, привет, нам надоело это все слушать, надоело в это все играть. У тебя столько-то времени, и ты ускоряешься очень быстро. Не рассказывай больше о том, кто тебе мешает и кто плохой, кто хороший. Твоя задача закончить войну. Заканчивай. Принимай те условия, которые тебе диктуют. Мы эти условия согласовали. И я думаю, что так выглядел на самом деле этот разговор. Это моя точка зрения, мое умозаключение. Теперь возвращаясь к коррупционерам. Вы правы. Но вы правы в том смысле, что проходит много времени, а бандиты как были живыми и длинные бороды отращивать начали быстро, так и остается пока. Но в целом, кто знает из специалистов, то машина правосудия – это долгая машина на самом-то деле. Смотрите, вот сколько понадобилось? Год, да, чтобы найти и задержать предполагаемых убийц Андрея Портнова. Это целая работа. А сейчас будет работа с экстрадицией. То же самое и в данном случае и по Израилю можно сказать, что механизмы есть, и эти механизмы будут включены. Я в этом уверен. И я уверен, что беседа о коррупции в окружении Зеленского и связях Зеленского с этой коррупцией, с Зеленским со стороны американцев проводилась. И я уверен, что когда Трамп назначает Венса, который очень не любит Зеленского и который очень его отлично понимает, я имею в виду насквозь видит. Когда Трамп назначает Венса главным борцом с коррупцией, а значит передает ему полномочия контроля и надзора за ФБР, Минюстом, за теми службами, которые должны загонять воров и коррупционеров. Это тоже показательно, потому что, на мой взгляд, Венс не применет дать команду расследовать в том числе воровство американских денег украинскими коррупционерами. Я уверен, что все эти пазлы – это все пазлы одной картинки. Поэтому, вот как вы сказали, проанализируя это с обывательской точки зрения или там, с человеческой, да, вот я попытался проанализировать происшедшее с человеческой точки зрения, с эмоциональной. Теперь не эмоциональная, а прокурорская точка зрения по поводу Миндича и всех остальных. Думаю, что доказательств более чем достаточно. Думаю, что необходимые для того, чтобы выдернуть его из другой страны, направляются специальные международно-правовые поручения, которые проходят целый этап согласования, так выписан закон. Это только с украинской стороны должно быть сделано. Потом это приходит в страну иную, да, где эти поручения рассматриваются. Их Минюст их благословляет, или генпрокурор этой страны, пребывание там возможного бандита. После этого получаются необходимые санкции местных судов для задержания и ареста этого бандита. Потом согласовывается то, каким образом будет происходить механизм самого задержания, будет ли в нем участвовать украинская сторона, силовики, или это будет сделано только силами страны пребывания бандита. После того, как происходит задержание, начинается решаться вопрос об экстрадиции, если есть международные договоры о том, что между этими странами, между нами, между Украиной и той страной, да, если есть международные договоры о правовой помощи и о выдаче преступников. То есть это все на самом деле занимает солидное время и солидные средства, но так выглядит процедура международного преследования преступников. Ну, если ты, конечно, не Христенко, и тебя можно приехать по кладу в Дубай и забрать и привезти в Украину. Если только не в этом случае. Такое тоже может быть, тем более вспомним, что для Миндича как-то быстро открылись границы, да, украинские, для него и для товарищей, и все быстро толпой крысиной побежали. Как-то быстро. То есть, понятное дело, что была дана команда открыть эти границы, и они только так и проехали. Иначе быть не может. Не может, и все. И понятно, кем была дана эта команда. Кто их крышует, и чей разговор Миндич, хвастаясь, озвучивал в одной из квартир. Да, это же прослушали набушники. Это тоже понятно. Александр, подобные
риски и загвоздки, они существуют, тем более, если у этих господ есть израильское гражданство. И все-таки я считаю, что в данном конкретном случае они попали под молотки. И рано или поздно они будут крайними. И под молотки не украинского правосудия, а американского правосудия. И они все равно американцы. До них дотянутся. В этом у меня нет сомнений. Доказательств, повторюсь, мне кажется, более чем достаточно. Я думаю, что оперативную подработку набушники сделали классную. Я думаю, что доказательств хватает. И еще, Галущенко не успел уехать. И мы с вами обсуждали, что когда человеку объясняют, что он может сесть не по украинским законам, а по американским на несколько сотен лет, этот человек начинает совершенно иначе относиться к жизни, к преступному братству, к своих невыдам и так далее. Он потечет аж бегом и расскажет очень много и о Зеленском, и о Миндиче, и о том, как деньги делились, и кто какие команды давал, и кто что разрешал, кто, вот распределение ролей очень классно покажет. Поэтому, подводя черту, если Миндич сейчас и хорохорится, то это до поры до времени. Я думаю, что весь этот его опломб и весь этот гонор, он очень быстро сойдет. И вся эта молодецкая удаль, вся эта показная хуцпа слетит очень бегом, когда всерьез Минюст США и ФБР им будут заниматься. Я уверен, они будут заниматься. У Трампа сейчас... Смотрите, тут же еще какой момент очень важен. Почему Венсу поручили разбираться с коррупцией? Несколько может быть объяснений. Его видят как реального преемника и тянут как реального преемника после окончания срока Трампа. А раз так, ему нужны классные победы, которые воспримет американский народ. Американский народ воспримет как хорошую зачетку его организацию борьбу, реальную борьбу, допустим, с коррупцией. У них в Америке этих забот очень много и очень хватает. Плюс, если что-то будет показано о том, как воровались американские деньги в Украине. Поэтому для Венса это однозначно весты. Это раз. Два. Трамп сам говорил о том, что деньги, которые Байден передал Украине, наполовину были разворованы. Поэтому для Трампа подтверждение подобных вещей, доказательства подобных вещей тоже хороши. Особенно в ближайшей перспективе. У него очень сложный этот год, когда республиканцы могут проиграть нижнюю палату, а потом и верхнюю палату в парламенте. И для него любой вист очень-очень важен. Поэтому я считаю, что на самом деле и Миндич, и Галущенко, и через какое-то время тот, кто ими руководил, попали. Вот правда попали. Сегодня им еще кажется, что они паспортами Израиля отмашутся. Я думаю, что такого не произойдет. Израиль не будет сильно заинтересован в конфликте с США, если США потребуют, чтобы эти парни оказались на американской скамье подсудимых. Вот такой мой ответ. Сейчас, я думаю, у нас есть шанс. Это зависит от этих месяцев. Получим ли возможность завершить войну к осени, до выборов, важных, влиятельных выборов в Соединенных Штатах Америки. Если удастся достичь мира, сейчас у нас есть это окно. Заявление Зеленского о том, что мир до осени. Параллельно с этим мы видим серьезный этап эскалации. Сегодня впервые в Пермском крае увидели ракету «Фламиндич» от того же Миндича. Есть прилеты в Курском регионе, в Курске непосредственно, там парковка, автомобили, в общем, гражданские. То ли сбитая, то ли прилетела туда эта ракета, непонятно. Но это определенный шаг дальше, ответ на эскалацию. Конечно, многие украинцы скажут: да елки-палки, обстреливают каждый раз, вот эти баллистика и вот это все. Ну вот, получайте тоже. У меня ввиду вышесказанного Зеленским, да, то, что я процитировал, и вышесказанного вами по поводу американцев и по поводу ситуации непосредственно внутри, вопрос, а правильно ли ставка сделана? Ну вот глядите, какая же логика? А давайте будем пулять ракетами в Россию и туда подальше. Больше, дальше, чтобы там все россияне почувствовали эту войну. Логика в этом какая? Россияне почувствуют войну, скажут: да елки-палки, надо же заканчивать. Путин посмотрит, скажет: ну да, окей, и будет сговорчивее.
Ну, елки-палки, это же логика не работала вот уже эти 4 года с украинцами. Да, вот понимаете, вот с украинцами же не работает. Лупят, как не в себя. Все 4 года. Обстрел за обстрелами. И что? Кто-то может выйти и сказать, ой, не-не-не, давайте, хватит, давайте заканчивать, давайте принимать условия стороны, которая ракеты запускает. Понятно, тут все сейчас спекулируют на теме, а вот кто первый начал, кто ввел войска, но как прием, ведь это же не рабочая стратегия, а только лишь, ну, скажем так, провокация еще следующей, большей эскалации. Ввиду того, что Зеленский настроен на осень, ну, это так следует из его заявления, то какую же мы эскалацию увидим к осени? И, собственно, выборы, да, важные, влиятельные. О чем Зеленский говорит в контексте мира, когда приплетает сюда внутриамериканскую политику? В 2022 году, в конце февраля, Зеленский говорил о том, что а вот есть на Западе силы, которые заинтересованы, чтобы Украина воевала с Россией как можно дольше, чтобы конфликт наш не закончился, а продолжался. До последнего, возможно, ну не так, он говорил не до последнего украинца, он говорил, им не важно, сколько людей погибнет. Они понимают, что люди будут погибать. И он это говорил такой интонацией, типа, ах, какие козлы, негодяи, мудаки. И буквально через несколько недель он дает команду, получив соответствующую команду от еще одного негодяя Джонсона, дает команду украинской группе сворачивать переговоры и мирные переговоры, которые тогда вроде не так, которые тогда неплохо проходили, сворачивать переговоры и уезжать. Это я к тому привел этот пример, насколько нужно слушать и слышать Зеленского, когда он что-то говорит о мире. Лично моя точка зрения абсолютно совпадает с точкой зрения премьер-министра Словакии и других политиков, которые говорят о том, и давно говорят, и достаточно аргументированно, и это подтверждается жизнью, смертью и сегодняшней ситуацией, что уж кто-кто, а Зеленский не заинтересован в окончании войны. Что покуда она идет, он Зеленский. Ну или президент Зеленский. Ее не будет, его не будет. Такая точка зрения давно есть на Западе, это очень хорошо, не говоря уже о том, что такая точка зрения есть и в других странах, и в Украине в том числе. От нас она давно в эфир проходит в украинский. И люди это тоже понимают. Более того, приведу пример. Совсем недавно, неделю еще назад, да, неделю, Зеленский говорил о том, что он ожидает мира в Украине в 27 году. Не прошло много времени, теперь он ожидает его в 26 году. Еще меньше времени прошло, получается, 2 дня с его разговора с Трампом, он уже ожидает мира вот в ближайшее время. То есть я понимаю, что американцы где-то одергивают и говорят о том, что нет, нас не устраивают сроки, которые ты для себя там нарисовал. Кстати, я думаю, что Трамп отлично понимает, что Зеленский играет в игру «И шаг сдохнет, падишах умрет», и ждет, когда Трампа вынесут, а придет новый а-ля Байден условный. Я думаю, что Зеленскому это пообещали или на это его настроили. Он и играет в эту оттяжку и проволочки. Поэтому мой комментарий его фразе о том, что теперь он ждет к осени выборы и возможный мир, он простой. В это верить бессмысленно, потому что он точно не ждет мира и выборов. Выборов он не ждет, потому что отлично понимает, что на них он не победит. Это социология давняя. А современная социология вообще говорит, что давняя, я имею в виду того года. Он уже был не на первом месте, а на третьем, проигрывая гипотетически выборы 2 генералам – Буданову и Залужному. А новая социология говорит о том, что он уже на 4 месте. Уже Усика туда вписали, что Усик обогнал и Зеленского в том числе. Зеленский понимает, что он не победит, если эти выборы будут честными. А раз так, он не будет президентом. А раз он не будет президентом, он потеряет все то, что набрал за последние годы.
Поэтому с этой точки зрения верить каким-то его заявлениям и обещаниям просто бессмысленно. Теперь, что касается тактики военных действий. Александр, я не военный тактик и стратег. У меня нет специального военного образования, и я не могу комментировать, как это правильно сказать, смыслово комментировать те или иные военные действия и распоряжения. Но исходя из общей картины, я уже как-то говорил о том, что все эти поджоги танкеров единичные, все эти теракты, все эти точечные обстрелы, которые не влекут за собой никакого изменения вообще на поле боя и в раскладе сил военных, могут быть направлены только на одно. Как вы правильно заметили, на эскалацию ситуации. Именно на эскалацию ситуации. Потому что ничего не изменилось после того, как несколько танкеров подожгли. Россия как наступала, так и наступает. Как обстреливала, так и обстреливает. Ничего не изменилось, когда покушались на вот этого заместителя разведки российской, то есть заместителя начальника переговорной группы. Ну, российские войска как наступали, так и наступают. Война как идет, так и идет. Обстрелы как продолжались, так и продолжаются. Значит, эти действия не направлены на то, чтобы посеять среди россиян панику какую-то или дать возможность украинским войскам побеждать. Нет, они направлены на эскалацию. На то, чтобы усилить кровавое побоище, заставить Россию, они уже, в общем-то, это заставили ее сделать. Почитайте общественное мнение. Почти все люди говорят о том, что да пора уже применять все, что можем, все эти орешники, все, что там есть, и надо заканчивать с этой темой. Почему и предупреждаю, что каждый день войны усугубляет ситуацию и подводит Украину к тому, что она станет полем для применения различных крайне смертоносных русских вооружений. И то, что делается, на мой взгляд, именно с этой же точки зрения, то есть теми, кому не нужен мир, отдаются команды для того, чтобы ситуацию эскалировать, для того, чтобы максимально ее накалить и максимально равноудалить стороны от стола переговоров. Получится ли у них это, я не знаю. Здесь многое зависит от того, какие решения будет принимать русское руководство. Ну, условно, психанут, не психанут. Я здесь сказать не могу. Мне кажется, что они близки к тому, чтобы отдавать команды на применение иного толка вооружений, намного более опасных. Но, повторюсь, я абсолютно согласен с вами, что подобные обстрелы, как бы они ни рассказывали в официальных изданиях о том, что мы там в тот завод попали, и там цех этот загорелся, еще что-то в Пермском крае или в Курской области, они не ведут за собой, не влекут за собой никакой особо важной для России проблемы с снабжением войск, с вооружением войск, с мобилизацией войск. Вывод, значит, только один. Это делается для того, чтобы максимально помешать мирному процессу, максимально помешать мирному процессу. Другого ответа у меня нет. Максим, как вы отнеслись к вот этой истории, которая продолжается по поводу грязной бомбы для Украины? Французы, британцы, это в начале недели, вот это вот громогласно. Даже Путин об этом говорил. Путин говорил о том, что будут взрывать, есть такие планы взрывать турецкий поток газовый, чтобы сорвать мирные инициативы. Сейчас вот многие там аналитики выписывают, мол, и украинские тоже. А вот зачем это так вот преподнесли с российской стороны? А, Зачем с российской? Да, потому что, ну вот смотрите, компоненты британцы передадут, грязная бомба. Ну, какая-то страшная история, которая нас отправляет в дни до начала войны, когда Зеленский ездил на Мюнхенскую конференцию и говорил о том, что ой,
Ой, говорит, мы выходим из Будапештского меморандума. Мы Да-да, типа дайте нам, да, да. ядерным будем Мгм. государством, вернем себе, вы не выполнили. Ну и, в общем-то, началось, что началось. И эта тема вообще на протяжении всех 4 лет возникала периодически, да, там, а вот русские ударят, причем там была мода, было прям модно несколько месяцев, говорили, что у них нет ядерного оружия, там это все У прогнило кого? у У россиян. русских? Оно не летает, оно не взрывается, оно просроченное, оно там еще какое-то. Прям несколько месяцев, я помню эту истерику. Ну, там Гордоны, вот эти все говорили, Ну, вот. Гордон специалист он Ну, то есть такие во вещи. всем. Сейчас мы видим, ну, абсолютный какой-то, скажем так, опасный момент и эпизод. Ведь было, не было. О многих вещах тоже раньше говорили, что этого не было. А потом немножко, с приходом, кстати, Трампа, немножко проявилось. И USAID, и деньги для Майдана, и биолаборатории, и спонсирование отдельных лиц, СМИ. Все же, понимаете, в чем дело? Все как говорят, СМИ, СМИ. Так они все, вот есть же эти списки, просто о них забываешь, потому что это не жизни, ну как, не жизненно необходимая информация. А там сотни тысяч долларов конкретно, целенаправленно, в редакцию, так сказать. Давайте, налетай. А потом спрашивают, а что же это они такое публикуют? Вот этот посыл зачем был ядерный, опасный со стороны России? Первое. Я не верю, что это был, ну, шняга, как, что это, пардон, профессионально. Я не верю, что это был фейк с их стороны. Объясню почему. Потому что они заявили об этом официально. Кстати, обратили внимание, именно в годовщину начала военного конфликта. Не в какой-то другой день, а именно в этот день. Они заявили об этом официально. А раз так, нужно понимать, что вполне вероятно, коллеги по цеху разведывательному из других стран, которые лояльны по отношению к России, более того, союзники России, вполне могут затребовать эту информацию для себя, чтобы понимать, что происходит в этой части света. И думаю, что те не смогут сказать, мы вам не дадим, не расскажем, потому что мир уже проходил фишку с Пауэллом, да, который махал тогда чьими-то анализами на Генассамблее и рассказывал о том, что Пауэлл, госсекретарь США, и рассказывал о том, что гляньте, в Ираке какую гадость вырастили, скоро весь мир хотят ею разбомбить, поэтому надо срочно уничтожить Ирак. И тогда же потом американцы признали, что на самом деле это все была ложь и постановка. Так вот, сейчас эта тема не пройдет. Я уверен, что Россия перед тем, как что-то похожее сказала, вернее, перед тем, как это сказала, однозначно обложилась какими-то оперативными доказательствами. Не может быть по-другому. Не может. Они не могут себе этого позволить. Для чего это сделано? Александр, я говорил вам и уважаемым людям, которые смотрят вас, меня, что по моему убеждению Россия сегодня находится в той ситуации, экономической, внешнеполитической и даже внутриполитической, когда она не может позволить себе долго проводить военные действия в Украине. Долго я имею в виду еще годами. Не может. Я думаю, русское руководство это тоже уже давно отлично понимает. И когда представить себе, если я прав, и они не могут затягивать эту тему, и тема должна уже получить развязку какую-то, а развязку она может получить, судя по всему, только с применением иного рода вооружений и изменением характера войны на более жесткий и более агрессивный, то тогда нужно понимать, что кому-то нужно объяснить, почему стопы, которые 4 года подряд стояли на применение этих вооружений на более агрессивной войне, почему эти стопы нужно убирать. Я в предыдущем эфире вам сказал, что предполагаю, что вполне возможно, что в 2022 году были какие-то личные обязы, данные на одной спортивной площадке, где было сказано, возможно, что ни в коем случае никакие подобные виды оружия применяться не будут. Мне так кажется. У меня нет других объяснений особых, почему ваши слова сейчас использую, почему такая странная война.
У меня нет других объяснений. И мне кажется, что сегодня для того, чтобы изменить характер войны на более жесткий и применять любые возможные вооружения, кто-то будет кому-то объяснять и доказывать, что смотри, мы и так, и сяк, а ситуация ухудшается, сейчас там будет ядерное оружие, и тогда вообще все полетит в тартарары. Поэтому мы обязаны будем эту тему пресечь на корню. И, кстати говоря, вы правильно приводите примеры в ретроспективе, говоря о том, что Зеленский тогда еще злобно шутил, что нам нужно ядерное оружие. И Россия, кстати, ж воспользовалась этим заявлением. И Путин об этом говорил, что мы не можем себе этого позволить, чтобы такое было. Правильно вы сказали, что и лаборатории эти нашли. И самое главное, это не мы с вами подтверждаем, это американцы подтверждают. Тулси Габбард, которая сегодня руководит разведкой США, об этом говорила. Кеннеди об этом говорил. Окружение Трампа об этом говорило. Его спойлер, который вместе с ним, как же его фамилия, выдвигался в президенты, а потом его поддерживал. Рамасвами. Он об этом говорил. Американцы сами подтвердили, что да, действительно были эти нелегальные лаборатории на территории Украины. Еще один момент, на который будут обращать внимание. Вспомните события 23 года, когда на польской территории падает ракета. Еще не успели понять даже поляки, никто не успел понять, чья ракета. Она еще не остыла. А Зеленский уже начал кричать о том, что Россия ударила по стране НАТО, срочно НАТО должно ударить по России. То есть очевидно было, что он тогда пытался вовлечь в войну и НАТО, ну и тогда бы был вообще Армагеддон. Это, слава богу, какие-то холодные головы остановили этот процесс и разобрались тогда, что ракета-то, оказывается, украинская была. К чему веду? Все эти факты будут нанизаны на веревочку или на ниточку, и в том числе факты, добытые российской разведкой о возможном предоставлении или о готовящемся предоставлении компонентов для создания атомного оружия у нас в Украине. И будут использованы не только внутри для своего собственного генерального штаба, для своего собственного народа, для своей армии, но и будут показаны определенным мировым лидерам в том смысле, что, смотрите, мы дальше уже так играть не можем. Мы и так пытались, и сяк пытались, но не получается. Поэтому мы или пресекаем эту тему, или она дальше развернется так, что никто не будет ее контролировать. Поэтому моя точка зрения вот такая. Я не верю в то, что это фейк. Я думаю, это не фейк. Я думаю, что какими-то данными разведка действительно обладала. А в целом-то от англичан ожидать чего-то хорошего разве стоит в этом смысле слова. Не зря арабы испокон веков говорили, что если два соседа утром дерутся, то это значит вечером каждому из них заходил англичанин. Это не мои слова, это давнее наблюдение арабов за политикой Великобритании. И в данном случае это тоже может иметь место. Тем более, что обе страны обладают ядерным потенциалом. Поэтому вот так. Резюме. Это не инсценировка. Это не шутки, это реальная подготовка к тому, чтобы характер войны изменился на более жесткий и кровавый. В том случае, если в ближайшее время не будет достигнут мир. Вот и все. К сожалению, это Тут так. еще одна мысль, подтверждающая вот эту гипотезу, проскочила. Есть такой, ну, этот СБУшник, депутат из «Голоса» Костенко. Ну, тот, который в Курскую область приезжал, там такой воевничий, воюющий. И он включается в Великий Львив. Есть такой проект. И, ну, в общем, его там опрашивают, и он с экспертным мнением, в общем, начинает излагать видение. Но я вот всегда нашим зрителям рекомендую смотреть всех. Всех. Потому что задача же нет, ну, там, не просто какого-то там идиота послушать, да, например, или какого-то там, не знаю, людоеда, или какого-нибудь там человека, который оправдывает самое страшное, там, ТЦК, или еще какие-то моменты, или воровство, или... Потому что это, как это, мыслеформы, да, вот
очень же интересная к рассмотрению и обсуждению тема. В общем, этот Костенко высказывается о том, что не просто так вся эта, как это, движуха вокруг Мгм. Телеграма. Мгм. То есть отключается FaceTime на Мгм. айфонах, да, Telegram обещают прям Мгм. закончить его как бы полную деятельность в апреле месяце. Это потом опровергается, его замедляют, что там происходит. В общем, а это как раз-таки подготовка к мобилизационным процессам внутри России. А мобилизационные процессы, вот тут же надо тоже, понимаете, отдавать себе отчет. Вот я не знаю, например, что страшнее, если условно Россия мобилизуется, официально по закону вот эти люди, которые, ну вы поняли, да, вот эти люди, которые, скажем так, имеют военно-учетную специальность, их Да, я понимаю. призовут. Я не думаю, что, скажем так, ну, понятно, будут там отлавливать каким-то образом, что-то еще. Но это страшнее, чем ядерная бомба по Украине. Потому что это тогда сразу... В Украину никто воевать не приедет, в Украине больше людей не станет. И даже если мы объявим тотальную мобилизацию всего живого на территории Украины, это не поможет и не спасет. От физического, да, с жертвами, да, там вот кровавого, да, но физического просто пресса Украины, что она закончится. Как вы думаете, может ли Телеграм быть этим самым? Ну, вот эти процессы, которые сейчас вокруг Турова, Телеграма, блокировок, вот Ну, этим вы самым имеете в виду последствием. лакмусом каким-то, да? Да, А можно уточнить, так о каком выводе говорил Костенко? Вот он сказал о Телеграме, и что он дальше? готовится Россия к мобилизации. Я думаю, что он прав. Я думаю, что она вынесла уроки 22 конца 22-23 года, когда точно так же у них не были закрыты границы, и огромное количество русских граждан уехало из страны, те, которые могли бы служить в армии. Я думаю, что уроки из этого вынесены, за это время многое сделано. Система у них работает, неплохо работает, насколько я знаю. Понятно, со всеми присущими российскими сбоями, но между тем работает. И вполне возможно, что то, о чем вы говорите, это устранение или как прикрытие эфирных конкурентов, оставление только одной возможности разговаривать. Макс, да, у них это называется, по-моему, или Мах, я не знаю, как по-русски это читать или по-английски. Да, так вот, остается только это, а если это в руках или под контролем правительства, то вовремя перекрыть использование связи ну, несложно. Тем временем, как Telegram, несомненно, это намного более сложная конструкция. И просто, понимаете, я читал объяснение российских чиновников, зачем это делается, вот зачем депутаты в основном там у них любят выступать, госдумовские, зачем нужно срочно перекрывать Телеграм, они говорят, что вот терроризму, чтобы не способствовать, что это не подконтрольно, что он не слушается этот телеграм ФСБ, и поэтому зажигаются рельсы, что там, взрываются рельсы, сходят вагоны. Эти события происходят в России давно. И сказать, что в 25-м году был пик схода вагонов, допустим, или поджога всяких этих релейных станций и других станций, на мой взгляд, нет, такого не было. Во всяком случае, в информационном поле я такого не видел. Поэтому типа накипело, и мы вот раз просили Телеграм, два просили, три просили, а они все не слушаются, и поэтому мы их сейчас всех закроем. Конечно, можно предположить, что такое возможно. Именно для того, чтобы не давать потенциальным преступникам совершать преступления с помощью использования Телеграма. Но мне кажется, что то, о чем говорит этот генерал Костенко, вполне может иметь право на жизнь. И
Ну и для этого, в общем-то, должно быть так сработано. Мне так кажется. Извините, я не специалист в связи, не специалист в мобилизации. Всегда стараюсь не быть специалистом во всем. Я очень с подозрением отношусь к тем, кто знает все. Поэтому мой ответ в данном случае, если он и не понравился, но он прозвучал исключительно как наблюдательно-обывательский. Если в вопросах политики, правосудия и там, экономики я могу разговаривать как специалист, то вот в этих вопросах я все-таки на эти вопросы я все-таки, вероятно, отвечаю более обывательски, более наблюдатель, как наблюдатель. Максим, понимаете, тут как бы все же смешалось кони-люди. И, ну вот, например, сейчас разворачивается эпопея с Орбаном. Он заявил, что... Ну там же какая сейчас возня идет, да? Венгрия говорит, у вас работает нефтепровод «Дружба», качайте, не выеживайтесь. А Украина говорит, русские обстреляли, все повредили, к русским иди давай, Орбан, и там договаривайся, и вот давай с россиянами, пускай они нам перемирие энергетическое устроят. Это Зеленский. Плюс идет очень такая серьезная прокачка и ожесточенная схватка политическая между зелеными, да, и партией Орбана, у Орбана выборы. Тут замешанный европейский интерес, неудобный Орбан, очень неудобный. Сегодня там торжественно сообщили, что не перекрывала Венгрия электричество для Украины. Ну и Словакия, да, они же сказали, что в случае чего резервного там не будут давать электропитание. Ну, в общем, дают, а слабаки, мол, думали нас взять на слабо. Ну, так это подает украинская пресса. Однако здесь очень тяжелый момент возникает. Вообще, а как мы выглядим в глазах соседей? Выходит известный пингвиновид дикий, тот, который Арктика, там вот эта станция, там, который для фуршетов за госсчет, в общем, закупает разные коньяки, красную икру, ну, чтобы пингвинам было веселее. Выходит и дает свой комментарий новому времени на радио, да, включается по телефону и начинает как бы излагать. Говорит, значит, зуб даю. С самого начала войны Путин пообещал Орбану Закарпатье. Поэтому вот там уже даже войска, говорит Дикий, пригнали, они были готовы вот в первые дни. Это ж когда было? 4 года назад? Готовы были прям заходить и забирать под свой контроль в случае, если бы там посыпалось украинское государство, но оно не посыпалось, и дадим мощный ответ Орбану. А мощный ответ какой, да? Всячески как бы со своей стороны сделаем так, чтобы выиграл его конкурент на будущих выборах. Понятно, что эти 4 года выжили не все. С тем, как растаскивают, раздергивают человеческое сознание и память, уже многие вообще не помнят, казалось бы, таких знаковых вещей, которые были в 23-м. Ну, как Ермак Мосейчук говорит, дух победы витает. Где Ермак? Ну, Мосейчук на месте, а Ермак где? Да, то есть, а у него дух победы в 23-м витал. Как вы относитесь к вот теперешнему положению дел между Украиной и Венгрией? Кто кого, условно? Я считаю, что поведение украинской власти, Зеленского, Сибиги и остальных в отношении тех стран, которые на протяжении этих лет давали украинцам мирное небо над головой, возможность жить, возможность работать, возможность вывозить туда и там воспитывать детей, это скотское и свинское поведение. Это с точки зрения человеческой. У Орбана на самом деле непростая ситуация внутриполитическая. У него достаточно много недоброжелателей, и внутри страны далеко не все венгры поддерживают его долгое пребывание у власти. Там чистые обвинения в коррупции. Ну, в общем, во всем в том, в чем, в принципе, в любой другой стране могут обвинять власть. Правда, никаких громких и крупных скандалов я не видел и не слышал, как у нас. Да? Я не видел, чтобы там кэш
миллионами в домах у чиновников был. Такого нет. Но, между тем, обвинение в этом есть. И партия, которая ему противоречит, противостоит, да, которую возглавляет Мадьяр, по-моему, Петр Мадьяр зовут этого его оппонента, она набирает очень много голосов по сегодняшним опросам социологическим. За нее готовы голосовать в крупных городах. Крестьянство, насколько я знаю, а Венгрия сильна своими крестьянами, фермерами, как угодно, поддерживает Орбана. Крестьянство патриархально, Орбан производит впечатление консерватора, такого патриархального, и крестьянство поддерживает его. Поэтому там на самом деле ситуация непростая для него, и для него чрезвычайно важно поступать таким образом, чтобы победить на выборах. А что он для этого делает? А он для этого максимально показывает, что происходит в Украине и с Украиной. В Венгрии крутятся ролики о том, как наши людоловы украинские ловят людей и кидают их в бусики, отправляют на фронт. В Венгрии показывают разрушенные города, разбомбленные заводы. В Венгрии постоянно говорят о том, что Украина, а это правда, живет исключительно за счет денег Запада. У нее нет собственных денег. В Венгрии говорят о том, да, собственно, венграм это и не нужно говорить, у них 100 с лишним тысяч украинцев живет. Говорят о том, что умные, работоспособные или, ну, простите, в репродуктивном физиологическом возрасте люди уехали из Украины, и в Украине остались немощные люди. В Венгрии сфокусировано внимание венгров на том, что бывает со страной, когда ее поджигают. И причем поджигают очень часто изнутри. И об этом говорят в Венгрии. Они говорят, что Зеленский сделал много для того, чтобы Украина загорелась. В Венгрии не стесняются об этом говорить. Его предвыборные ролики и билборды пестрят лицами Зеленского, этой дамы Ляйен, и сопровождаются фразами о том, что венгры, смотрите, а ваши деньги идут этим господам и госпожам. Венгры, смотрите, а на нас каждый день накладывают какие-то бешеные штрафы за то, что мы не пускаем к себе диких иммигрантов. Венгры, смотрите, а у нас топливо стоит в 2 раза дешевле, чем в соседних странах. И мы для вас это сделали. Венгры, смотрите, а у нас коммунальные услуги стоят в 5 раз дешевле, чем в соседних европейских странах. И мы для вас это сделали. А если нас не будет, а будут те, кто за Зеленского и за Ляйен, то тогда, как минимум, цены взлетят наравне с европейскими ценами. А как максимум, Венгрию ввергнут в войну. Венгры, слышали? Ваши войска собираются тоже, наши, вернее, венгерские войска собираются тоже отправить в Украину на войну. Вот каким образом сегодня выстроена, на мой взгляд, предвыборная кампания правящей партии и самого премьер-министра Орбана. Мне кажется, выстроена правильно, потому что любой посыл – это за живое берется любой нормальный венгер, у которого есть семья, домохозяйство, детвора, родители, который не хочет платить больше, который хочет спать спокойно, который не любит Брюссель, а венгры не любят Брюссель. Мне кажется, что сегодня своими пакостями правительство Зеленского больше подыгрывает Орбану, но невольно, потому что вряд ли можно заподозрить Зеленского в умышленном подыгрывании Орбану. Орбан знает, кто такой Зеленский, Орбан относится к Зеленскому крайне критически. И, кстати говоря, вот эти выпады в адрес Орбана со стороны Зеленского, обзывание, когда он там во всеуслышание с трибуны заявил, что Орбан отращивает живот вместо того, чтобы думать о интересах Европы. Обратите внимание, это сейчас он начал себе позволять. Он же понимает отлично, что Орбан товарищует с Трампом. Он понимает, что Орбан и Трамп обсудят это. Он понимает, что Трамп негативно воспримет подобное.
И все равно Зеленский лезет с оскорблениями к Орбану, косвенно, тем самым пытаясь оскорбить и задеть, поддеть Трампа. Это говорит о том, что наше с вами умозаключение, которое, когда в декабре, по-моему, нет, в январе мы как-то обсуждали, и мы тогда с вами пришли к выводу, что Зеленский ждет, когда Трампа не станет. Вот сегодня он это уже не стесняясь показывает. Мне думается, что то, что они делают в отношении венгерского правительства, по итогу сыграет на руку правящей партии. Это 2. Теперь 3. Когда венгры не перекрывают соляру и не перекрывают энергопоток в Украину, они находят вполне логичное, разумное объяснение. Они говорят, на Закарпатье живет очень много венгров. Мы не хотим, чтобы наши, как это, сородичи, или как это называется, ну, чтобы люди нашей национальности, наш народ там, который живет в Украине сегодня, испытывал какие-то проблемы с поставками энергии. Это первое. И второе, мы не хотим, чтобы внутренняя ненависть против венгров, которые живут на Закарпатье, провоцировалась украинским правительством. Чтобы граждан Украины венгерской национальности не делали крайними и не создавали внутренние проблемы внутри, на территории Украины. В принципе, заявления вполне логичные. Почему они так не поступают? Почему не перекрывают? Ну, я как гражданин Украины не могу говорить ни венграм, ни словакам: немедленно перекройте электроэнергию, немедленно перекройте. Потому что наши сограждане с вами живут в Украине и останутся без этой самой электроэнергии. Вполне возможно, что здесь абсолютные человеколюбивые настрои со стороны правительства и Венгрии, и Словакии, где они пока только угрожают, но не делают подобные шаги для того, чтобы не повредить обычным людям Подождите, из-за ну Зеленского давайте, и Сибири. смотрите, это все деньги. Ну, деньги. Они же не бесплатно поставляют. Тоже верно. И Ну, деньги тоже, в том ну, числе. подождите, ну, давайте тоже. Он сейчас вот, Зеленский созванивается с Фица, говорит, приезжай, Фица, посмотришь, типа, на дружбу, мы вам покажем, как... И они там делегацию хотят отправлять в Украину, типа, да, там, давайте, работает, не работает. Ну, это очередное шоу, понимаете, очередная шоу-программа для того, чтобы, видишь, а мы вам говорили, какие русские подлые, все это дело так обставят и выдадут. Но вопрос-то... Я в Твиттере задал вопрос и Орбану, и Сиярта, когда они там жаловались на Зеленского, я задал им вопрос: что вам мешает не пугать, а абсолютно официально разорвать отношения с этим правительством? Потому что это правительство не есть вся Украина. Что вам мешает сделать подобный демарш? Почему вы этого не делаете, если настолько, по вашему мнению, ущемляются права и законные интересы ваших стран? Ну, ответа нет, ни от того, ни от другого. Как бы я поступил, я могу ответить, но я это я, а не это они. Вполне возможно, что того же Орбана сдерживает Трамп в этом направлении. Плюс сама энергетическая система, это же не просто рубильник, знаете, там захотел — подал свет, захотел — не подал свет. Если это цикличная система, то не так просто все брать и отрубать. Электроэнергию нельзя накапливать в газовых хранилищах там, или еще где-то. Она вырабатывается и должна куда-то идти, как вы правильно сказали, продаваться. Такое объяснение тоже есть. Что касается того, что Зеленский себе позволяет говорить о том, что ну приезжайте, посмотрите, как, или там у нас нет времени, или там это долго займет. Конечно, можно было бы занять позицию и сказать: да это твои проблемы. Это твои проблемы. И если до такого-то времени сделано это не будет, то в таком случае мы все-таки идем на крайние меры. Я отношу их лояльную позицию в этом вопросе все-таки больше к вопросам человеколюбия или человекопонимания, и уже во вторую очередь к вопросам экономики. Мне кажется так. Что касается самого Фица, то именно Фицо единственный из всех европейских лидеров довольно внятно сказал, что именно Зеленский ужасно боится, что война закончится. Поэтому Зеленский это тоже отлично понимает. Он отлично понимает, как эти люди к нему относятся. Но сегодня, наверное, позиции
прозеленские в управлении Европой, в Еврокомиссии, в Евросовете, намного более сильные и мощные, чем голоса только венгров и только словаков. Возникает масса вопросов. И словаки, и венгры жалуются на то, что Еврокомиссия, Евросовет принимают решения не в пользу членов Евросоюза, какими являются Венгрия и Словакия, а принимают решения в пользу Украины, которая не является членом Евросоюза. И возникает вопрос, а что вам тогда мешает покинуть подобный Евросоюз? Зачем вы там остаетесь? Но, вероятно, здесь очень сильны внутренние взаимосвязи экономические, и уж слишком интегрировано хозяйство, народное хозяйство Венгрии, народное хозяйство Словакии в общий европейский рынок, и уж слишком зависимы обе страны от связей, которые, и от возможностей, которые дает это самое европейское объединение. И это не дает им возможности сегодня осуществлять подобные резкие демарши. Но мне все-таки кажется, что и Словакия, и Венгрия в ближайшее время исполнят свои обещания по поводу Украины и перекроют и солярку, и электроэнергию. Максим Гольдар был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Спасибо вам. Всего наилучшего. Друзья, берегите себя, добра и света. Увидимся.